Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады снова вас приветствовать на нашем канале. И сегодняшнее наше видео будет посвящено исполнению моего обещания научить вас и показать, как отшивается вот эта вот сумка. Перед вами несколько сумок, которые отличаются друг от друга, и вы видите, что все они очень разные, но в них есть одна общая черта. Они все сшиты по одной выкройке. Это одна модель, которая воплощена мною в разных видах сумок. Начнем вот с этой маленькой красавицы. Я этим летом еду на море со своими внучками, поэтому вот эта небольшая такая детская сумочка для моей младшей внучки отшита. Это хлопок, это множество разных карманчиков и наличие эластичных карманов. Я, честно говоря, убедилась в их практичности. И в некоторых моих этих сумках они есть. Я вас сегодня научу, как это делать. Здесь вы видите, что сумки отличаются, конечно, по размеру. Но я сейчас вам хочу продемонстрировать две сумки, которые имеют одинаковый размер. Обратите внимание, совершенно разные сумки. Вот эта сумочка отшита из искусственной замши. Я здесь использовала только два цвета. Я ее не стягала, в отличие вот от этой сумки. Но здесь сделаны какие-то декоративные строчки. Здесь очень интересный способ вшивания молнии. Мы сегодня с ним ознакомимся. И то, что мы сегодня с вами будем шить, будет сшито вот по такому типу. Далее, вот эта сумка летняя, городская, она простегана. Здесь есть эластичные карманы, которые мне очень нравятся. Это место для бутылочки минеральной воды, для вашего зонтика. Здесь другой способ вшивания молнии, и мы сегодня с ним тоже ознакомимся. Так как я еду к морю, мне нужна вот такая вот большая пляжная сумка, с которой я буду ходить на море. Эта сумка большая, вместительная, естественно, с эластичными карманами для разных мелочей. Длинные ручки позволяют носить ее на плече. Мне очень нравится. Я готова ехать к морю. И моя любимая дорожная сумка, это самая большая. Я ею пользуюсь уже года 3. Это мой спутник во всех моих путешествиях, поездках. Простеганы, хлопок принтовый и, конечно, эластичные карманы. Я сегодня буду много раз вам повторять, что сделайте, попробуйте, и вы увидите, как это вас порадует в вашей сумке эластичные карманы. И, конечно, сумки имеют ножки, они называются очень красиво пукли. В некоторых моих сумках они есть. Ну, это элемент, можно делать с этим, можно без. Это прежде всего ваше желание. Дорогие друзья, все размеры деталей всех тех сумок, которые были мною продемонстрированы, я вам озвучу в конце нашего видео. А сейчас, прежде чем мы с вами приступим, вот у меня уже здесь есть заготовки для той сумки, которую мы с вами сегодня будем шить. Давайте с вами обозначим для себя, чтобы нам удобнее было ориентироваться во всем вот в этом. Давайте с вами обозначим те детали, которые есть в этой сумке. Ну вот, откроем ее, посмотрим еще внимательно. Очень красивый оливковый цвет. Давайте с вами рассмотрим, из каких частей состоит сумка. Сумка состоит из наружных своих частей, то, что мы видим, и частей, которые находятся внутри, как правило, это подкладка. К наружным частям сумки относятся ручки, мы с ними сегодня будем работать, и к наружным элементам сумки относится вот эта вот часть. Она, насколько я помню, правильно называется фальды. Это те панели, к которым пристрачивается наша молния. Далее боковина, передняя и задняя стенка сумки и дно.
Открываем, смотрим нашу подкладку. Здесь две детали, передние и задние, две боковины и дно. И здесь же есть такая, ну вот я как автор вот этого творения хочу обозначить, вот внимательно посмотрите, вот эту часть, которой пристрачиваются панели вместе с молнией, давайте обозначим ее верхней нашей панелью. Или даже можно красивым словом назвать клапан. Вот, верхний клапан. Сегодня я вместе с вами буду шить сумочку для своей старшей внучки Лерочки. Она предпочла зеленый цвет. Это батик. Я взяла вот такие вот полосы, здесь были полосы зеленого цвета. Я просто взяла вот этот вот набор полос батика. Из 20 вот этих полос я убрала 5, потому что размер сумки, он небольшой. Берем односторонний клеевой наполнитель Aurora 180. Он в данном случае выступает в роли такого стабилизатора. Он формирует и поддерживает форму моей сумки. Итак, я взяла этот наполнитель. Я даже сейчас вам покажу, как это все просто делается. Взяла полосы. Вы их можете расположить, обратите внимание, горизонтально, вертикально. У меня вот они шли вот таким вот образом. Вот. Клеевая сторона у нас сверху. Накладываем лицевую сторону с лицевой. Вам нужно здесь просто очертить одну линию. Делаете строчку и аккуратно под утюжок. И у вас приклеились сразу две эти полоски. Потом берете третью, четвертую, пятую и получаете вот такие вот формы. Можно взять нужный вам размер Aurora 180, взять какую-то принтовую ткань определенного размера, нужную под размер вашей сумки, приклеили, посмотрите, какая красота. Если вы считаете, что ее нужно отстегать, стегайте удобным для вас способом. В данном случае, вот, например, вот эту сумку я не простегивала, я просто проложила несколько отделочных строчек. Очень красивая летняя сумка. Итак, Aurora 180, односторонний клеевой наполнитель. Для того, чтобы сшить подобную сумочку, но чуть меньшего размера, нам с вами понадобится две детали, передняя и задняя часть нашей сумки. 37 сантиметров на 28, я сразу озвучиваю. Две боковины, вот они, их высота 28 сантиметров, ширина 13. Одно дно. Вот оно у нас есть. Длина 37 сантиметров, ширина 13. Ширина должна быть одинаковая, что у боковины, что у дна. Плюс к этому у нас с вами для подкладки идет две детали подобного размера. Дальше две из подкладочной ткани нашей, которая будет составлять нашу подкладку, две детали боковины, одна деталь нашего дна. Дальше, так как мы с вами будем ее шить, обратите внимание, вот с такими эластичными карманами. Для эластичных карманов, я сейчас вам точно скажу, для эластичных карманов нам нужны детали, 4 детали, высотой 18 сантиметров, шириной 19. Для эластичных карманов нам понадобится еще вот такая вот эластичная резинка. Дальше, вот здесь, напоминаю, мы с вами вели речь вот об этой вот верхней панели, к которой пристрачивается красота вот эта с молнией. Вот наши две верхние панели. Их размер 37 на 7 сантиметров высотой. Вот две панели. Дальше
Вернемся вот к этой конструкции. Нам с вами нужна молния. Не вот такая вот тракторная, обратите внимание, она плохо потом входит и сшивается, и плохо себя ведет вот в таких вот сумках. Она не для нас, а мы берем вот такую вот обыкновенную винтовую молнию. Мне нравится, вот я в восторге. Сделано в Латвии. Вот пользуюсь вот такой вот молнией. Так, нам нужна молния, которая будет чуть больше размера вашей сумки. И вот эти 4 панели, к которым будут пристрачиваться вот таким вот образом наша молния. Размеры этих панелей для вшивания молний: высота 7 сантиметров. И какова же ее длина? Вот здесь очень простой алгоритм. От длины нашей сумки вы отнимаете сантиметров 8-9. Вот. Вот. Посмотрите. От длины сумки мы отнимаем вот это расстояние. Итак, где же эти 4 панели? Вот обратите внимание. С одной и со второй стороны от молнии у нас пристрачиваются по 2 вот такие вот панели. Вот здесь вот я вам рекомендую взять какой-нибудь клеевой такой вот тонкий стабилизатор и укрепить. Вот укрепить, особенно вот тонкий батик, что я и сделала. Укрепить, для того, чтобы это держало форму. Итак, от длины нашей сумки отнимаем 8-9 сантиметров. У нас я брала длина 29, ширина 7. Вот таких 4 панели у меня было приготовлено. Следующая деталь, которая нам понадобится, это наши 2 ручки. Для того, чтобы сделать эти ручки, я брала ткань шириной 20 сантиметров. Длина ручки в готовом виде пришитом будет равна 40 сантиметрам, но по 1,5 сантиметра с каждой стороны я буду углублять, чтобы потом, когда буду делать отделочную вот эту вот строчку, вот эту вот, закрепить, еще раз закрепить ручку. Вот, чтобы еще раз закрепить ручку. Это ручки. Дальше я хочу сделать эту сумку вот с таким вот длинным ремнем. Если у вас есть желание, с регулируемой длиной, которая будет отстегиваться, то вам понадобятся карабинчики, полукольца, какие-то рамки-регуляторы двухщелевые и, естественно, вот то, что я буду пришивать вот сюда, вот с этой стороны, для того, чтобы вот так вот, секундочку, сейчас мы отрепетируем с вами. Вот, пристегивался вот этот вот длинный ремень. Так, далее нам еще с вами нужна вот такая вот какой-то предмет, которым мы будем с вами обозначать прямые углы нашей сумки, ножницы, лапка для вшивания молнии и клеевой карандаш. Я сегодня вас научу, как пришивать молнию без булавочек, используя только клеевой карандаш. Это интересно. Итак, начнем мы с вами. Все, убираем все это в сторону. И начинаем мы сейчас с вами с эластичного кармана. Эластичный карман. Так, вот мой планчик. Эластичный карман. Для того, чтобы сделать эластичный карман, вам нужны 4 детали. 4 детали. Их размеры. Размер эластичного кармана, его высота, должна быть чуть больше, чем половина вашей боковины. Ну вот приблизительно для меня это 18 сантиметров. А ширина вашего эластичного кармана, вот этих деталей, она должна быть на 5, а то и 6 сантиметров шире ширины боковины и вашего дна. Поэтому, так как у нас вот здесь 13 сантиметров, я взяла, добавила 6, у меня получилось 19. 2 детали я сложила лицом, соединила их между собой, сделала строчку приблизительно сантиметр от края и, воспользовавшись булавочкой, втянула вот такую вот нашу эластичную резинку. Что я делаю дальше? Я беру
нашу боковину, прикладываю вот здесь вот к краю. Ну, можно помочь себе вот иголочками. Так, вот здесь. И подхожу к машине и делаю, отступив от края, ну, 2-3 миллиметра, делаю строчку. Вот здесь вот делаю закрепочку однозначно, для того, чтобы моя резинка меня никогда не подвела. Итак, идем к машине. Мы с вами начинаем от закрепки нашей эластичной резиночки и идем вот сюда вот вниз. От края отступив, ну, от края отступив миллиметра 2. Делаем закрепку. Начинаем стягивать наш карманчик, вытягивая нашу эластичную эту резинку. Когда вы будете заниматься эластичным карманом, здесь все очень легко и просто. И вообще эта сумка очень легко и просто. Вы не сильно стягиваете, чтобы потом, пришивая вот с этой стороны, у вас не получилось вот этого. Вот ваша боковина не должна пострадать. Поэтому мы распределяем вот эти 5-6 сантиметров, которые мы сюда добавили, распределяем разумно, закрепляем булавочкой. Посмотрите внимательно. Вот. И даже еще можем немножечко подтянуть. Вот так. Вот так. Теперь с другой стороны мы прикладываем, соединяем уголок с уголком. Идем к машине и шовчик прокладываем. И в конце делаем закрепку. Убираем наши иголочки. Обрезаем нашу резинку. Все прекрасно. Что же нам делать вот с этим? Вот с этим. А это мы с вами будем сейчас укладывать вот в такие вот две складки. Они вот так вот и просятся. Раз. И два. Закрепили. И с этой стороны закрепили. И снова идем к машине и прокладываем вот этот шовчик. Ниточки обрезаем. Булавочки убираем. Все. Обратите внимание. Все, мы это сделали. Пусть дожидается своего часа. Сейчас мы с вами приступим к очень, казалось бы, сложной детали этой сумки. Но на самом деле я вас научу, как это делать легко. И повторю, позаботьтесь о наличии у вас вот такого вот клеевого карандаша. Вот я сейчас его проверю. О, достаточно, достаточно. Я снова обращаюсь к твоим записям, потому что, ну, когда вы приходите на наш канал, вы в моем лице прежде всего видите бывшего школьного учителя, да. И поэтому моя задача не просто продемонстрировать, но я очень хочу вас этому научить. Итак, начинаем работать. Нам нужны 4 панели, мы с вами говорили, вот они с одной и со второй стороны молнии. Их размер 29 сантиметров на 7 шириной. Они у нас есть. Что мы с ними делаем дальше? Берем 2 панели, складываем их лицевыми сторонами и прокладываем вот здесь вот строчку на ширину, ту, которую предусматривает ваша лапка к вашей машине. Что мы делаем с другой стороны? С другой стороны мы закладываем приблизительно по сантиметру на изнаночную сторону, и для этого можно воспользоваться вот чем. Есть даже
специально какой-то такой инструментик, типа линеечки, такой очень тоненькой, пластиковой. Я взяла очень просто. Я взяла лист А4, сложила. От края отмерила 1 сантиметр, провела линию. Дальше вы поступаете следующим образом. Вот так. Приложили и пошли под утюг. Все, мы готовы. У нас есть наша молния. Что мы делаем дальше? Мы берем маркер водорастворимый, берем линеечку, прямо такая большая, вот так вот. Ну вот, я вам покажу, как это делаю я. И приблизительно вот здесь вот обозначаю для себя 2 линии. Ровненько, перпендикулярно моим зубчикам. Линейка мне больше не нужна. И маркер тоже. Я по этой линии сгибаю молнию, сильно держу вот так вот пальчиком и загибаю вот сюда вот в сторону моего этого коротенького хвостика. И беру иголочку и этой иголочкой фиксирую. Все. Мне больше ничего не нужно. Дальше. Наши 2 панели, напоминаю, наизнанку по 1 сантиметру. Здесь мы просто шили. Обратите внимание, я их не разутюживаю, не заглаживаю, ничего. Что я делаю? Следующим шагом идет следующее. Я вот этот вот мой загнутый край, он красиво загнулся, практически под углом 90 градусов, размещаю прямо вот здесь вот у себя в шовчик, вот здесь вот, да, и выравниваю вот эти края. Но перед этим беру клеевой карандаш. И сейчас рисуем. Посмотрите, вот от этого нашего шва, где у нас соединялись 2 наши панели, я так смачно рисую, провожу вот эту вот клеевую линию мою. Провожу клеевую линию. Так. Вот сюда, в уголочек. Так. И совмещаю край своей панели с краем моей молнии. Все. А вот это даже можно отстегнуть. Обратите внимание. Все. Я прижала. У меня все прекрасно. Я не пользовалась ни ручным швом, я не пользовалась вот этими иголочками, потому что, ну, порой иголочки как-то смещают. И второй вот этой вот нашей панелью я должна эту прикрыть деталечку. Снова берем наш клеевой карандаш и не жалейте, потому что вы увидите, как это все очень быстро, ровно и правильно. Закрыли. Беру вот этот край и соединяю вот с этим, выравнивая края. Край панели выравниваю с краем моей молнии. Ну а дальше уже все дело техники. Так, вот здесь вот мы можем совместить. Посмотрите, как они у нас ровно сошлись. Так, сейчас я меняю лапку для втачивания молнии. И мы идем с вами к машине и прокладываем вот эту строчку. Начинаем с закрепочки. Убираем
Вот это обрезаем. Ой, у меня там иголочка. Вообще-то всегда есть такое правило посчитать количество иголок, которыми вы пользуетесь в определенный период своего шитья. Так, и выворачиваем. Посмотрите. Обратите внимание. Все. Здесь у нас безукоризненно все сошлось. Мы потом проложим строчку. Так, потом вы с этим идете под утюг, выравниваете. И посмотрите, пожалуйста, как мы с вами быстро, используя только клеевой карандаш и две булавочки, вшили молнию между двумя панелями. Выравниваете, совмещаете вот эти вот края, закалываете булавочками, да, под утюжок и прокладываете отделочную строчку. Все. Вот. То же самое делаете со второй частью. Вот она у нас готова. Теперь есть один вопрос, очень важный. Так как ширина нашей боковины и дна равна 13 сантиметров, 13 сантиметров равна, то, естественно, мы не можем сделать нашу эту наружную часть шире, чем 13 сантиметров. Это будет некрасиво. Мы можем сделать ее меньше, пожалуйста. То есть ваша сумка, она будет каким-то вот так вот образом собираться внутри, когда вы будете ее нести вот так вот за ручки. Но есть правило, я его придерживаюсь. Мне нужно, чтобы вот эта часть моя сшитой молнии равнялась 13 сантиметрам. Вот сейчас мы это и померяем. Так, мне нужно убрать по полсантиметрика с каждой стороны, что я и сделаю. Вот готова наша красота. На самом деле мы с вами сейчас сделали и научились делать, ну, самый сложный способ вшивания молнии. Молнию можно вшивать в сумку и вот таким вот образом. Вы берете молнию, вы берете те же 4 наши вот эти вот панели и располагаете их следующим образом. Мы с вами уже не сшиваем вот здесь вот, да, 2 панели, а мы берем 4 панели, каждую из которых загибаем на изнаночную сторону на сантиметрик, потом прикладываем панель с одной стороны молнии и с другой, вот так вот, правда, будем делать, и пришиваете. Вот эти хвостики обрабатываются у этой молнии с 2 сторон. Это тоже классика, она широко распространена. И существует третий способ, ну, может быть, их даже и не 3, а чуть больше, но вот из того, что сталкивалась, с чем сталкивалась я, третий способ, он очень простой. Значит, молния, обратите внимание, она пристрачивается сразу к подкладке и вот этой вот верхней панели без вот этой сложной нашей красивой конфигурации. Но мы с вами так делать не будем. Нам нужна красивая, правильная сумка. Вопрос следующий. Как нам разобраться с молнией? Включаем утюг. Определяем нашу длину молнии. Длина молнии должна быть ваша достаточно, вот этого хвостика, для того, чтобы вы свою сумку открыли, полностью открыли. Вот полностью открыли, раскрыли ее. Вот обратите внимание, вот давайте здесь покажу. Вот раскрыли ее, и сумка раскрылась полностью. Полностью. Не только по длине, но и добавив вот сюда всю свою вот эту вот боковину. 2 боковины. Вот. Ну, я думаю, что мне, вероятно, для вот этой нашей сумочки
хватит вот столько. Я ее обрезаю. Я ее обрезаю. И теперь мне нужно этот хвостик украсить, закрыть и прочее. Вырезаете из ткани прямоугольник 6 на 8 сантиметров. И с одной и со второй стороны вот таким вот образом мы с вами наизнанку загибаем и заутюживаем этот сантиметрик. Ну вот у меня есть. Дальше смотрим сюда внимательно. Вот наш сантиметр. Это изнанка. Переворачиваем вот это лицо нашей, лицевая сторона нашей молнии. Вот. Переворачиваем лицом вниз и делаем следующий шаг. Определяем, сгибаем, определяем середину и прикладываем вот сюда. Не просто прикладываем, клеевой карандаш. Когда вы начнете пользоваться клеевым карандашом, попробуйте его обязательно. Не все они подходят. Покупайте в специализированных магазинах. Значит, я даже сделаю вот так. Это лицевая сторона нашей молнии. Я ее вот так приклеила. Да, мой карандаш меня не подводит. И далее что делаю? Иду к утюгу. И вот эту часть, и вот эту заутюживаю. О, я даже могу все сделать очень просто. Посмотрите. Не волнуйтесь, мой клей не оставляет следов. И приклеили. Приклеили. И идем к утюгу. И теперь загибаем вот сюда. Посмотрите, как красиво. И снова пользуемся клеевым карандашом. Ни булавочек, никаких переживаний по поводу сойдется, не сойдется, как соединиться. Пусть только попробует не соединиться. И чик-чик-чик-чик-чик-чик. Идем к утюгу и делаем хороший пресс. Все прекрасно. Все. Обратите внимание. Посмотрите, как ровно и хорошо. И теперь наша с вами задача пойти к машине и проложить строчку по периметру, или как хотите, или по диагонали, или крест-накрест, как угодно. Прокладываем эту нашу строчку. Я меняю лапку, я меняю позиционирование иглы, я ставлю свою, той, которую я выбрала для того, чтобы сшить. И отступив от края, лучше все эти манипуляции с хвостиком молнии проводить, когда вот эти детали у вас еще, не забывайте об этом, когда вы еще не вшили их в крупные большие детали. И все, и мы с вами это очень быстро сделали. Все. Нам нужно был прямоугольной ткани 8 на 6 сантиметров и клеевой карандаш. Все прекрасно. А сейчас мы начнем в единое целое собирать нашу сумку. Ручки. Длина ручек у меня в готовом виде должна была быть 40 сантиметров по моему плану. Я добавила 3 сантиметрика для углубления. Длина 43. Как же правильно расположить ручки? Ручка должна располагаться настолько правильно, чтобы вам было комфортно держать вашу сумку в руках. Вот это правильное расположение. И сейчас мы этому научимся. Я не могу вот эти вот ручки
расположить вот так, да, потому что сумка будет стягиваться. Вот так вот тоже я не буду делать, потому что она будет у меня раскрываться по боковинам. С каждой стороны я отмеряю по 9 сантиметров. 9 сантиметров. Вот они у нас. И вот они у нас. Так, верно. И располагаю вот этот край ручки. Вот этот наружный край ручки. Здесь у меня есть отметочка 1,5 сантиметра. Я ее выдвигаю вперед на 1,5 сантиметра. И не перекручивайте вот так вот ручки, да? А вот она у вас должна плавно идти вот сюда. Вот наши 9 сантиметров. Наши 9 сантиметров. И вот наши 1,5 сантиметра, которые уйдут вверх. То же самое. Прекрасно. То же самое мы делаем и с другой стороны. А теперь мы с вами идем к машине, и мы хитренькие, мы вот здесь вот зафиксируем, отступив от края 2-3 миллиметра, мы с вами проложим шовчик, строчку, для того, чтобы зафиксировать, и чтобы ручка у нас была на своем месте. Убрали все булавочки, все, пришили наши ручки. Но перед тем, как мы будем вот к этой панели пришивать нашу красивую вот эту детальку, мы определим середину одного и второго, это естественно, да, следующим образом. Ну, просто все. Так, раз. И два. Теперь здесь. Какая красивая у нас молния. Вы сегодня научились самому правильному, самому красивому. Поэтому не пренебрегайте этому, это легко и вас порадует. Так, вот таким вот образом мы будем это все пришивать. Отложим на секунду и вспомним о том, что моя эта сумочка, которую я шью, она у меня будет вот с таким вот ремнем, длинным ремнем, который можно снять или прикрепить. Мы берем с вами наши боковины, покупаете полукольца, берется, ну, наверное, сантиметров 5-6 от вашего ремня ткани. То, что вы прострочили, вдеваете, прострачиваете вот здесь вот фиксирующий шовчик и находим середину и прикладываем вот сюда. И прикладываем вот сюда. Так, мы сделаем вот, пожалуй, вот так. Так, и здесь размещаем их на середине. И снова идем с вами к машине. И отступив от края 3 миллиметрика, мы фиксируем эту нашу деталь. Финиш уже близко. Мы все приготовили для того, чтобы собрать верх нашей сумки. О, что-то к нам тут приклеилось. Все очень просто. Беспокоиться не о чем, потому что у нас четко, правильно выкроены детали. Мы прикладываем лицевую сторону к лицевой стороне, боковину к детали, к нашей лицевой панели или задней панели, как вы будете носить. Здесь можно сделать карманчики, накладные, врезные, как вам угодно. Идем к машине и
на ширину вашего припуска прокладываем строчку. Посмотрите, как это красиво. Это уже обалденно красиво. Так, предлагаю вам вот эти вот ручки зафиксировать вот здесь вот так вот, ну, чтобы они нам не мешали. Дальше лицо к лицу. Пару-тройку булавочек. Вот у нас здесь все сходится. И идем к машине. Прокладываем нашу строчку. И дальше продолжаем наше соединение. Не перепутайте, да? Вот, не перепутайте. Вот, ну, все должно быть направлено. И соединяем. Это наше донце, дно, вернее, наше дно, и оно ожидает своей очереди. Так, еще один шов. Прекрасно. Так, 3 булавочки, 3 возвращаю. Так, значит, опс. Вот такая красота у нас получилась. У нас осталось наше дно. Мы его сейчас будем пристрачивать. Что делаем? Ну, я всегда начинаю с боковины. Так как у нас вот это вот наше расстояние равно 13 сантиметрам, вы помните, здесь все очень просто. Наш шовчик, я даже сейчас его обозначу, мы должны начать вот отсюда, с места соединения боковины и передней панели. Выравниваем, ну даже вот вам покажу как, выравниваем, соединяем вот эти уголки боковины и уголки нашего дна. Вот они соединились, то есть у нас припуск вот здесь вот будет равен припуску вот с этой стороны. И я просто для себя обозначаю вот это место, с которого я начну этот шов. Вот здесь я начинаю, я пойду вот так, дойду до сюда, остановлюсь в этом вот месте, девочки, вот в этом месте я остановлюсь, вот, поверну работу, моя иголка будет в работе, так удобнее, потому что она не сместится, она повернется, и я дальше продолжу дальше свой путь вот до этого места. Вот до этого места. Итак, делаем все по периметру. Не торопитесь. Так. Вытаскиваю иголочку, чтобы она мне не мешала. Вот я вошла в то место, где я поставила точку. Наша иголка находится в работе. Посмотрите, я поднимаю лапку, поворачиваю вот эту нашу деталь, донце, выравниваю край нашего дна и наружный край лицевой панели, опускаю. Для того, чтобы избежать разного рода ошибок, мы здесь с вами, ну, прикрепим. Вот так. Все. И начинаем дальше строчить.
Все. Обратите внимание, мы с вами шили, поворачивая на углах, оставляя углы наши под 90 градусов. Все у нас прекрасно, мы вшили донцы. И вот эти вот наши лишние, чтобы мы обозначили потом более острые углы, мы с вами это все обрежем. Выворачиваем. Берем вот эту штучку и работаем над нашими вот этими уголками. Прекрасно. Посмотрите, наша красота. Так, все. Мы закончили с этой частью нашей сумки. Прекрасно, прекрасно. Откладываем ее в сторону. И теперь работаем с вами с подкладкой. Берем вот эти вот наши две панели, которые длина равна вот длине нашей сумки. И нашу вот эту вот обалденно красивую часть соединяем серединой с серединой. Вот они, приблизительно вот так. Я прикалываю иголочкой. Посмотрите, это лицевая часть моей молнии. Лицевая. Мы ничего не переворачиваем. Я прикалываю иголочкой и сверху накладываю вот эту вот, еще раз вам хочу показать, вот эту вот панельку нашу. Клапан, панелька, ну, любым словом можно ее назвать. Здесь у нас все точно вымерено, выкроено. Идем к машине и прокладываем нашу строчку. Вытаскиваем булавочки. Вот это отсюда вытаскиваем. О. И ровно то же делаем с другой стороны. Удаляем все иголочки. Теперь приготовим наш нож и линейку. Вот теперь будем выяснять для чего. Вот здесь вот в принципе можно проложить какую-то отделочную строчку. Вот здесь выше этого шва можно и не прокладывать. Это как бы, ну, роли не играет. Не скажется на структуре самой сумки. Мы с вами закладывали размер этой сумки следующий: 37 на 28. Вот он у нас здесь и есть, да, 37 на 28. Но если мы сейчас с вами измерим нашу высоту подкладки, она будет больше, чем 28. Давайте мы сейчас ее померяем. Она у нас будет 33. 33. В чем дело? Почему такая разница? Нам с вами нужно обрезать нашу вот эту подкладку, чтобы ее здесь высота была 28 сантиметров. Вы, каждый из вас, на своей машине имеете лапку, которая вам дает определенную ширину вашего припуска. У меня лапка другая. У кого-то она 3-я, 4-я. Поэтому вы, шив вот первый вот такой вот вариант, вы уже будете знать, что у вас вот здесь вот ушло у кого-то сантиметр, а у меня 1,5.
лапка номер 1 для моей бернины мне дает припуск 1,5 сантиметра. Поэтому вы первый раз шили вот это, мы, собственно говоря, тут не страдаем. Печали большой нет. Нам просто от вот этих 30 наших 3 сантиметров нужно отрезать лишнее, чтобы вы запоминали, что ваша машина дает такой вот припуск, и потом более правильно посчитали. Мы сейчас вот эту вот высоту сделаем 28. Мы отрежем эти сантиметры. Мы отрежем эти сантиметры. То есть я для своей машины и для своей лапки, вот этой вот лапки, отрезаю 5 сантиметров. Берем нож, отмеряем 28 сантиметров и отрезаем лишнее. Я рекомендую вам первый раз, когда вы будете шить сумку свою, сделайте, пожалуйста, так, потому что вот здесь вот у нас 7 сантиметров, которые мы прибавили, сантиметр ушел в шов. Здесь тоже ушел в шов 1 сантиметр вот этой подкладки. Пренебречь нужно вот этим для вашего спокойствия. Начинаем собирать наши вот эти детали. Опс, у нас 2 боковины. Обратите внимание, вот 28 сантиметров сшиваем. Одну пришиваем, вторую и дно. Но дно мы с вами пришивать будем следующим образом. Здесь мы будем пристрачивать практически по 3 сторонам. Зайдем на 4-ю и оставим вот такое отверстие для того, чтобы мы смогли эту вывернуть сумку. Вы помните, тот из вас, кто смотрел или даже шил вместе с нами несессора, я знаю, что много таких есть рукодельниц. Проблема была вывернуть вот наш этот несессор. Здесь все очень легко. Вот наш этот хвостик длинный, мы его сохраняем. Помните об этом? Прикололи сюда одну иголочку и запомнили, что она у нас есть. Делаем все точно так же, как и делали вот с этой красивой частью. Нам с вами расстегнуть нужно наш замок, ну, чтобы у нас было больше маневров для действия. Наше дно 37 на 13, да, вы помните. И начинаем, прикладывая вот точно так же, как мы делали, совмещаем вот здесь, чтобы у нас везде припуски были. И начинаем наш шов от того места, куда я вставила иголочку. Вот отсюда. Идем до конца и доходим до вот этой точки, до нашего вот этого шва. Так, булавочка не помешает. Вот и наша подкладка. Обратите внимание, очень красивая. И сейчас последние метры нашей дистанции. Берем вот нашу сумочку вот так. Рекомендую все-таки наши ручки вот оставить вот в таком положении, чтобы иголочкой прикрепленная, чтобы они у нас никуда не сместились, хотя мы и пришили. И вставляем внутрь. Вот здесь
лицевая часть нашей подкладки. Вот здесь швы, вот здесь мы оставили с вами то, через что будем выворачивать нашу сумку, отверстие, не прошитый край. И вставляем нашу сумку. И начинаем наше соединение. Прикрепляем иголочки в местах соединения панели и боковины. Вот они у нас. Так. И вот это вот делаем по всему периметру нашей сумки. Замок, конечно, мы расстегнули, потому что если бы мы не расстегнули, мы не смогли бы вставить. Сначала соединяем вот эти вот швы соединения боковин с лицевыми панелями. Хочу вам напомнить, что вот это пока не обрезаем. И вообще мы этого вот не трогаем. Это нам нужно будет для прочности ручек. Обратите внимание, мы по периметру прикололи и идем к машине. Я сняла свой столик, потому что мне удобнее шить уже без него. Вот здесь не торопимся. Убираем наши иголочки. И теперь вот через вот этот открытый разрез мы нашу сумку, посмотрите, легко выворачиваем. Вот легко по сравнению с несессором, вы помните, там было сложновато в этом плане. Так, убираем 4 иголочки с ручек. Раз, два, три, 4. Так. Мы еще раз вот в это отверстие можем зайти нашим острым каким-то предметом и поправить вот здесь вот наши уголочки. Поправить наши уголочки. Так. Что сейчас делаем? Загибаем на сантиметрик открытые, с одной, со второй стороны открытый вот этот наш срез в подкладке. И сейчас я хотела бы подойти к утюгу и вот здесь его идем к машине и, отступив 2 миллиметрика от края, вот наши края соединены ровно, обратите внимание, мы закроем это отверстие нашей подкладки. А теперь давайте посмотрим то, что мы здесь сделали. Мы закрыли вот этот открытый наш срез для выворачивания сумки. Я его закрыла швом вот таким вот на подкладке. Мы сделали отделочную строчку, проложили, посмотрите, вот здесь вот по краю. И вспомните, мы с вами говорили о ручках. Я еще раз прошлась по ручкам. Они стали более прочными. Более прочными ручки стали. Прекрасно. Я даже хочу сказать, что я не просто довольна, а удовлетворена. Давайте теперь я вам расскажу, сколько тканей ушло на изготовление этой сумки. Ткань, которая шла на подкладку, на вот эти панели, верхнюю и панели, в которые вшивалась молния, и вот этот длинный ремешок,
было этой ткани ровно 1 метр. Все, что вы видите с лица, это было не что иное, как 15 вот таких вот джелли-роллных полос батика. Я предусмотрела еще вот такой вот регулируемый ремешок. Сейчас мы его, кстати, и попробуем. Прекрасно. Вот прекрасно. О, замечательно. А сейчас я хотела, как и обещала вам, дать вам размеры всех тех сумок, которые у нас были в начале нашего видео. Вот я для себя здесь определила определенную такую табличку. Длина, ширина, глубина и длина ручек. Длина ручек в уже готовом виде. Давайте посмотрим вот на эту зеленую. У меня написано сумка зеленая пэтчворк. У нас было 37 на 28. Ширина боковины и дна у нас было 13. Длина ручек в готовом виде 40 сантиметров. И я еще добавляла по 3 сантиметра. Здесь неизменным для всех сумок у нас остается что? Вот это вот верхняя наша панель. Вот это наружная верхняя панель. Вот она, еще раз покажу. Наружная верхняя панель, к которой мы пришиваем подкладку и вот эту нашу красивую часть. Вот это зеленая сумка пэтчворк. Итак, теперь размеры вот этой сумки. Я ее называю городской. Тут здесь вы видите пейзаж такой морской немножко. То, что я сейчас скажу, распространяется на все сумки. Значит, для сумки важно иметь длину и высоту как лицевых сторон, так и подкладки. 2 лицевых и 2 подкладки. Далее у нас с вами идет 2 боковины. 2 боковины лицевых и 2 подкладочных. Высота боковины равна высоте сумки. В данном случае у нас 31, здесь 43, 31, ширина 13. Вот высота вашей боковины всегда равняется высоте лицевой вот этой части. Все очень просто. И донышко ваше, длина равна длине сумки, ширина равняется той ширине, которую вы выбрали. В данном случае 13 сантиметров. Все очень просто. И наша вот эта вот панель, которая притачивается красота с молнией, она, как правило, я вам рекомендую брать ее, естественно, она идет на всю ширину вашей сумки, да, и имеет высоту, вернее ширину 7 сантиметров. Вот вся сумка. Пукли. Вот эта сумка из замши, она шита по этим размерам. Вы видите, вот она у меня обозначена как замша. Единственное отличие, здесь у нее немножко длиннее ручки. 53 сантиметра в готовом виде. Вот. Вечерняя, элегантная, классическая, дамская. Ну, конечно, дамская. Так, дальше для моей младшей девочки. Я еще вот тут не сделала ей, но я займусь. У меня есть оранжевая ткань. Это называется детская оранжевая. Вот 30 длина, 23 высота, глубина боковины 10 и ручки 31. 31, 31, да. Вот это детская сумка. Она тоже едет у нас к морю. И вот это моя большая дорожная сумка, которую я с собой возьму в это путешествие. Она так и обозначена здесь. Сумка дорожная. Длина 53. Высота 40. Глубина, вот здесь она у меня такая глубокая, 16. И ручки очень укрепленные такие, 56 сантиметров. Тоже на ножках. Вот это моя пляжная, обратите внимание. Раки, лангусты внутри. Какая прелесть, какая прелесть. Эластичные карманы, попробуйте, вам очень понравится, девочки. Значит, вот у меня здесь пляжная. 46 на 36. Вот здесь 16 ширина боковины и дна, что естественно. И ручки я сделала очень длинными, 65 сантиметров. Я готова. Дорогие друзья, я с радостью поделилась с вами этой моделью. И желаю вам украшать ее собой, своим настроением,
куражом, летом, исполнением своих планов. Шейте и получайте удовольствие. Посмотрите вот на эту прелесть. Я горда тем, что у меня есть одеяло, которое я отшила. Оно называется «Штурвал капитана». Вы его можете увидеть. У нас есть роскошное видео по этому одеялу. Это моя гордость. И я бы хотела научить вас делать это тоже. Одно из ближайших наших видео мастер-классов будет посвящено вот такому морскому компасу. Мы возвращаемся снова к паттернам, оригинальным паттернам Джуди Немейр, и будем работать вот с этим паттерном. В данном случае здесь 2 столовые дорожки, очень популярные на сегодняшний день. Их называют по-разному: и столовая дорожка, и стол-бегун. Это то, что украсит ваш дом. Вот это мы с вами будем шить. И мы этому научимся. Дорогие друзья, с вами, как всегда, в удовольствии была Галина Войтова. До наших следующих встреч!